Привет. Сегодня серьезное видео. У меня тут просто еще шутки, чипсы, конфетки, но если вы пришли за чипсами и за конфетами, у вас сегодня пауза. Так что, если вам не интересно, подождите, проматывайте, ждите следующего видео. Сегодня у нас аудио. Давно обещал. Но сегодня будет не обзор, а сегодня будет ремонт. Вот такая зверюга, это называется мини-дисковая дека. Ну, если кому интересно, оставайтесь, послушайте, в принципе, тоже познавательно. Это такая штука, которая пишет вот на такие мини-диски. Это вот похоже на дискету, но это не дискета. Вот. Вообще аппарат очень интересный. Технология классная. Они, Sony, придумали это, но немножко, конечно, немножко лоханулись в чем-то, ошиблись. Но, в общем-то, качество очень хорошее. Значит, ну, давайте в двух словах, а то я тут буду сейчас теряться до ремонта. Значит, суть в том, что здесь как бы записывается информация, сюда на стандартную влезает или 74, или 80 минут музыки, она сжимается по особому алгоритму, вот, а трак он называется, специально Sony выдумали. Ну, это для молодых это как бы MP3, только гораздо лучше. Вот. Качество выдает, в принципе, сопоставимое со звучанием компакт-диска. То есть, несмотря на сжатие, качество очень хорошее. Вот. Этот формат придумали. Вот. Здесь даже есть другая технология в некоторых деках, которая увеличивает это при ухудшении качества, увеличивает время. Но так, стандартно 74 минуты для каждого компакт-диска. Вот. И записывается эта хрень очень интересно. То есть здесь стоит внутри две головки. Вернее, одна головка лазерная, вторая головка магнитная. То есть этот диск покрыт специальным. Это я все, простите меня, профессионалы, это я говорю для дилетантов, чтобы хотя бы они что-то знали. Значит, специальным покрыт он слоем таким, который позволяет записывать только тогда, когда он нагревается до определенной температуры. То есть лазер в определенный момент записи он включается, прогревает этот слой, и магнитная головка может тогда осуществлять запись. Соответственно, когда запись зафиксирована, этот диск можно магнитить, все что, ну как обычный компакт, с ним информация это никуда не удалится, и перезаписи не ограничены, до миллиона раз можно это делать, то есть практически они вечные. Вот. И сейчас есть много очень людей, которые, в принципе, владеют такие. Они закончили выпускать их, наверное, где-то в 2000-м, в 2001 году. Ну, когда уже появились более-менее компьютерные дела вот эти все. Но раньше вся фанера у профессионалов, фонограммы, радио, все это звучало именно вот, ну, не на таких, есть еще профессиональные, но на этой технологии, на мини-дисках. Потому что очень компактно, очень классно. Ну, вот в двух словах. Вот. У меня таких пару штук есть, я, в общем-то, наслаждаюсь. Значит, ну, здесь, видите, все на табло, как в обычном компакт-диске. То есть дорожки, вот этот диск туда, знаете, его зажевывает, вот, читает, ну и сейчас вот пишет. Сейчас вот, там дорожки все прописываются. Здесь у меня бах, простите. Вот. Прописываются дорожки, прописывается название диска. Все это вот и с помощью пульта или в моем случае с помощью подключаемой клавиатуры от простого компьютера IBM, там, ну, в смысле Windows совместимого. Вот, значит, ну, вкратце, ну, давайте уже тогда, может быть, сзади глянем чуть-чуть, что тут. Ну, тут сзади, как у обычной аппаратуры. Вход, выход аналоговый, у него есть коаксиальный вход, оптический, по оптике он пишет. Вот, то есть он, в принципе, если подсоединить его к компакт-диску хорошему, он по оптическому кабелю снимает, в принципе, один в один. Это, кстати, одна из причин, почему они не пошли, потому что здесь существует защита. Если я запишу с компакт-диска по оптике, вот у него тут включаются впереди вот вход можно включить, видите, input можно включить аналоговый, вот сейчас стоит, можно цифровой, оптический. То есть, если я с компакт-диска сюда содрал один в один, там кто-то стучит,
Это у меня еще один ремонтник, но он тут ремонтирует стены, а не деки, ладно. Я думаю, сильно не мешает. Значит, если я по оптике содрал какой-то диск, то потом перезаписать по оптике я его уже не могу, сработает защита, только по аналоговому сигналу, потому что иначе пираты бы просто содрали все. Вот по этой причине эти мини-диски и застряли и не пошли, потому что это как бы было ограничение такое, конечно, для потребителя не очень хорошее. Но они, Sony, они всю жизнь боялись за свои авторские права, и поэтому... Вот, значит, все. На этом краткая экскурсия закончена. Потом, может, я другую деку буду рассказывать, тогда еще что-нибудь добавлю. Проблема в этом деке, значит, чтобы вы не теряли время, если кто-то с ней столкнулся. Самая большая проблема этим аппаратом, которая 20 лет, это просадка лазерной головки, но это серьезный ремонт уже. Вот. И второе, это старение пасеков. Пасеки здесь служат как раз таки для того, чтобы загружать и выгружать диск. Ну, загружается он автоматически, как бы он засасывает, а вот выгружается, оно выталкивает. Вот этот вот механизм привода. Там два шкива, и между ними маленький резиновый ролик, пасек. Вот. И он со временем, конечно, резина это проседает. И вот сейчас этот аппарат работает, но он работает уже через раз. Иногда он может не выбросить. То есть ты нажимаешь eject, а он ничего не получается. Вот. Для неопытных владельцев это сразу коллапс. Они начинают нервничать, переживать, идут ремонтники. Но, в общем-то, я хочу вам показать, что я это сделаю сам. Хотя я не ремонтник, как говорится, я простой любитель. Вот. И это все делается очень просто. Главное этот пасек как бы найти или подобрать хороший аналог. Сейчас мы с вами это посмотрим, чтобы вы могли это сделать самостоятельно. Так, начнем. Я не знаю, мне, конечно, одной рукой работать будет неудобно. Я буду, не знаю, может тут штативчик поставлю какой-нибудь. Но я буду говорить и показывать, чтобы вам было все понятно. Ну, значит, первым делом, самым первым делом, выключить его из сети, вот, чтобы он, и вилочку выдерните тоже, как говорится, полезем же туда, внутрь, поэтому, вот, ну, как у любой аппаратуры, вот видите, здесь два винтика с одной стороны открутить крышку и два с другой. Сейчас сначала мы открутим эти винтики аккуратненько, снимем крышку и уже тогда будем смотреть, что там внутри. Сейчас мы это сделаем. Так, ну вот вроде какой-то тут штативчик нашелся. Сейчас мы будем быстро это все делать. Значит, мы откручиваем. Нам отверточка крестовая понадобится. Сейчас мы быстренько откручиваем. Раз. Два, три, опс, и 4. Вот. И открываем наш... Так, диск мы уберем на всякий случай. Так, она тут простенько так снимается, по-моему, да, так. О! И смотрим. Вот. Ну, сразу скажу, что когда вы открываете аппаратуру, которая 15-20 лет не открывалась, то как минимум кисточка, как максимум пылесос вам понадобится. Но здесь, как видите, довольно чисто. Вот, значит, вот наша вся эта конструкция, в которой расположены те головки. Сверху, по-моему, это магнитная, вот она тут ползает, а лазер снизу. Значит, там внутри находится этот пасек. Значит, чтобы нам его как-то тут без особых хлопот поменять, значит, надо сделать вот что. Во-первых, ее надо отсоединить два шлейфа. Вот этот и вот этот шлейф. Аккуратно вытягиваем его. Он так тянем. Ну, там колодка есть. Не за сам шлейф, а вот за колодку. Так он. Раз. И вот выходит. Вот. То есть вот тянем вот
И второй то же самое делаем шлейф. Так. Не за проводники, а за колодочки. Вот. Колодочки остались. Вот мы его отсоединили и все. И вот 4 винта, на которых она держится. Мы их тоже аккуратно. Я когда откручиваю, складываю в том же порядке, в котором буду обратно завинчивать. Это привычка. На всякий случай, чтобы, как говорится, свой винт заходил в свое отверстие. Вот. Третий. Сейчас чуть добавить. Вот. Да, и 4. Вот. Значит, и аккуратно. Вот если вы увидите, вот видите, вот шкивы, вот большой белый и маленький, и между ними пасечек. Вот, если вы, я в принципе, так как не специалист, здесь можно открыть, можно вот эта защелочка, если аккуратненько ее, так, она ходит, крышечку поджать, защелку оттянуть, то это откроется, вот здесь только пружинка, вот это ее или отцепить надо будет, тогда можно без проблем. Но я как не профессионал, я попробую это сделать методом, так сказать, минимальных вмешательств. Для этого нам понадобится пинцет, лучше тонкий, и вот такая вот приспособление, такой специальный инструмент, который я сделал из обычной толстой скрепки, крючочек. Вот, значит, сейчас положу на место пока. Теперь, что касается самого пасека. Пасеков родных, ну, если на eBay, то вы найдете, но, так сказать, в разных странах свои нюансы. Я нашел пасек. Он не Sony, это не оригинал, но это из какой-то аудиоаппаратуры. Он подходит один в один. Вот как он выглядит. Вот я его положу. Вот видите. Вот такой. Квадратного сечения, там полудлина вы найдете, я не помню сколько там. Но их хватает. Здесь одна тонкость. Вот. Под видом пасеков для этих дек очень часто продают, это какая такая удача, но оказывается очень подходит вот такая штука. Это называется резиночка для плетения для детей. Вот. Она, видите, не совсем как бы такая, да, но она держится. Вот эта банка, здесь сколько, 500 штук, она стоит $1, наверное. Вот, соответственно, вот это, конечно, резиночка, но это уже растянутая. Я тут эксперимент делал. Вот она, когда она не тронутая, она вот поменьше, конечно. Вот. Она, конечно, будет работать. Но я думаю, что месяц-два, вот, потом вам придется менять. То есть, резюме, если кто-то вам предлагает пасек для деки красного, желтого цвета, зеленого, переспрашивайте, потому что это, конечно, вот, он достаточно, видите, хороший, но я боюсь, что, ну, все-таки, если есть возможность купить оригинал, то надо работать с оригиналом, вот, так что, знаете, что вот, резинки для плетения очень подходят. Значит, вот, ну, все, сейчас что, я, наверное, не буду это делать под запись, чтобы не сглазить. Вот. Я аккуратно сниму с помощью моего инструмента старый пасек, покажу вам, какой он по сравнению с новым, и потом поставлю. Сейчас я это тут сделаю. Секунду, подождите. Можете убедиться, видите, вот снятый старый пасек, вот, это новый. Вот через сколько, наверное, я не думаю, что в этой деке кто-то менял пасек, она у меня очень давно, и я вижу, что здесь никто, как говорится, не лазил. Вот сколько тут, наверное, 20 лет работы, вот его растянули, поэтому эта проблема и возникает. Значит, этот мы оставляем себе на память, а этот мы будем ставить. Да, ну, ставится, в общем, тоже как бы
ничего сложного даже в этом системе. То есть вы берете его аккуратненько пинцетиком. Там вот есть такой вот вырез специальный. Вот, то есть мы сейчас его туда набросим на большой шкив. А когда набросим, то я с помощью вот этого инструмента подцеплю его и наброшу на маленький шкив. Одна только тонкий момент. Надо убедиться, чтобы он не был перекручен. Где бы вы ни жили, какой бы дом или квартиру вы ни купили, человек с перфоратором найдет вас всегда. Поэтому давайте я сделаю это. Я сделаю это без записи, потом только вам расскажу. Ну вот, все, как бы, я не мог вам показать, руки были заняты. Ну, не скажу, чтобы так лихо, снялась очень быстро, снялся этот пасек. Потом, конечно, где-то с 5-6 попытки я его накинул. Ну, в общем-то, не вопрос. Вот. Нет большой проблемы. Так, потихоньку все это делается. Я сейчас закрутил уже эти винты крепящие, одел обратно шлейфы. Вот, значит, зажимать их сильно не надо. Она, видите, амортизирует на специальных подушках резиновых. Вот. Ну и все, сейчас только покажу вам, как это все чудо еще работает. То есть вот когда вот диск, сейчас мы включим его. Вот. Вот она принимает диск. Он крутится. Это магнитная головка. Она поехала, она там читает сейчас. Вот она считала диск. И теперь вот воспроизведение. Вот оно поехало. Вот если я сейчас переключу на другой трек, вот раз, два, три, четыре, пять. Вот она сейчас будет. Вот она ищет его, нашла. Крутится, считает. Все работает. Я думаю, нормально. Остановим. И вот как происходит выброс. Все как бы работает. Еще раз. Раз. И выброс. Раз. Вот. Я думаю, что на ближайшие, ну, если не 15, то лет 5, наверное, вопрос с выбросом дека, выбросом диска уже решен. Все, проблема решена. Ну вот, а больше тут ломаться нечего. Техника тех годов, она очень надежная, в общем-то. Только вот основные проблемы это резиновые пасеки. Ну, если никто не лазит, то, в общем-то, она будет работать долго. Вот, так что сейчас я... Так, еще раз проверяем. Все закручено, все подсоединено, все работает, все, выключаем мы его. Вливаем крышку. На место. Ай, сейчас, вот так, раз. Вот, все. Протираем, закрываем. Вот, и все будет работать. Так что, если вы столкнулись с такой проблемой, главное вам найти хороший, качественный пасек. Вот такого размера. И вы все это можете сделать самостоятельно. Вот, если это кому-то было полезно, я очень рад, потому что, когда я искал, я нашел несколько роликов по этому вопросу. Но они были на английском, не все у нас пока что владеют свободно, поэтому кому-то, может быть, пригодится. Так что, пожалуйста, смотрите. Всех вам долгих лет в вашей аппаратуре, наслаждайтесь хорошей музыкой. Пока!